Привет, я Алиса из диджитал-агентства BigQuadro. Сегодня покажу вам, как создать ассистента на базе искусственного интеллекта для вашего сайта или другой бизнес-площадки. Он будет консультировать посетителей интернет-магазина одежды через вот такой онлайн-чат. Будет отвечать на часто задаваемые вопросы по каталогу, контактам, времени работы и так далее. Первичная задача такого ИИ-помощника – это ответить на вопросы пользователя в любое время дня и ночи. Так сказать, затянуть воронку маркетинга и продаж, пока живой менеджер по продажам или консультант занят. Например, спит, отдыхает, обедает или выполняет другую важную задачу. Создавать ассистента будем с помощью сервиса от BigQuadro. Регистрируемся на сайте store.bigquadro.ru. Тут все стандартно. При первой регистрации в подарок капает 300 рублей. Мелочь, а приятно. Переходим в раздел создания ИИ-ассистента и начинаем заполнять блоки. Придумываем имя ассистента, любое, понятное. Оно выводится только здесь, в личном кабинете. Конечный пользователь его не увидит. Далее выбираем отрасль. Ничего по тематике нашего магазина про одежду и моду тут нет, так что оставляем пустым. Дальше выбираем тариф. Для первых тестов воспользуемся бесплатным вариантом. После выбора тарифа переходим к настройкам ассистента. Следующий шаг одновременно и самый сложный, и самый интересный. Для нейросети нужен промпт, чтобы она работала корректно, не придумывала лишнего и общалась с клиентами так, как хочет ее хозяин. Маркетолог нашего магазина одежды. Сервис снабжен классной фичей для этого – автогенерацией инструкций. То есть промпта. Инструкция равно промпт в терминах интерфейса разработчика. Для этого можно добавить имеющуюся информацию в виде файлов или заполнить поля ниже. У нас есть пара файлов, загрузим их. Первое – док-файл с контактами, информацией про оплату и доставку. Второе – JSON-файлы с каталогом. Тут стоит сказать, что сайт из моего примера сделан на CMS 1С Bittrex, и для нее есть специальный модуль, который помогает как выгрузить с сайта инфу, так и подключить потом виджет чата, просто и без программистов. Ссылка на модуль в описании. Если у вас тоже сайт на Bittrex, то воспользуйтесь им. Но это совсем не обязательно, вы можете загрузить в ассистента любую информацию в поддерживаемых форматах. Наверняка у вас есть каталог или список услуг, или ответы на часто задаваемые вопросы, или бриф менеджера отдела по продажам, например. В целом загрузка данных – это не обязательный этап настроек. Если у вас нет файлов, то просто переходите на следующий шаг и заполните хотя бы несколько полей вручную. Если на первом шаге вы отправили ассистенту файлы и считаете, что их достаточно для его обучения, то просто нажмите на кнопку «Сгенерировать инструкцию». По завершении генерации в полях ниже появится информация. Можете отредактировать ее при необходимости. Заполнить поля будет в любом случае полезно. В подсказках есть примеры. Напишем что-то похожее и подходящее под ситуацию. Позднее это все можно будет отредактировать. Есть также дополнительные настройки и еще несколько параметров. С помощью параметра температуры можно настроить степень креативности и разнообразие ответов ассистента. А параметр время жизни диалога отвечает за автоматическое завершение диалога при неактивности пользователя. Ниже есть песочница для тестов. И давайте уже создадим виджет для нашего сайта. В кабинете уже добавлено много возможностей для интеграции. Выбираем сайт, тут выбираем виджет, адрес сайта, аватарка. Далее много настроек для приветственного окна и для окна чата. Есть возможность показывать виджет на определенных страницах сайта и интервал времени. Оставим пока все как есть для ускорения процесса. Сохраняем. Теперь надо скопировать код и вставить его в код сайта перед закрывающим тегом head. Так как у нас сайт на Bittrex, то воспользуемся специальным модулем. Там предусмотрено поле для вставки данного кода. Готово! Теперь виджет отображается на сайте. Конкретно тут есть проблема, что стоит другой виджет на том же месте. Но с вашего позволения я просто не буду обращать на него внимание. Посмотрим, работает ли наш ассистент. Пишем, какие у вас есть футболки. Ждем. Так вот он ответил, поздоровался, перечислил футболки с описанием и характеристиками. Дал ссылки сразу, проверяем.
Ссылка рабочая. Ну, в целом ок. Но если что-то в ответах не устраивает и захочется что-то поменять, то это легко сделать из личного кабинета. После сохранения все изменения автоматически появятся на сайте. Надеюсь, многое из моего ролика было понятно. Я постаралась показать все, но, конечно, без подробностей. За подробностями лучше идти в описании сервиса или видеоинструкции. Все ссылки будут в описании. Потестируйте сами, это бесплатно. Конструктивная критика по работе модуля и по функционалу принимается в комментарии и на почту разработчика. Очень интересно мнение, очень интересна обратная связь как по интерфейсу личного кабинета, так и по работе ассистента в целом. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь и переходите по ссылкам в описании.